Всем привет! В сегодняшнем видео продолжим разработку игры в жанре Survival Horror на Unreal Engine 5.6. В этом видео я хочу продолжить работу с картой, системой карты. Напомню, что в прошлом видео мы начали с ней работать, и в этом видео я хочу настроить взаимодействие с картой, а именно масштабирование, смещение и, возможно, отображение маркеров. То есть, в общем, будем потихоньку двигаться дальше, и что успеем, то сделаем. Напоминаю, что страница игры доступна в Steam, поэтому переходите по ссылке в описании и добавляйте игру в виш-листы. Релиз игры намечен на конец 2026 года. Давайте первым делом покажу, на чем мы остановились, если не помните. Это вот такая вот у нас карта, которая у нас появляется в главном основном виджете, на который можно переключиться с помощью навигации по вкладкам. И вот такая вот у нас карта. И начали немножко мы в прошлый раз логику. Я просто проверил, что если нажать какую-то определенную кнопку, мы можем масштабировать карту. То есть в целом наша карта готова принимать инпуты, команды от контроллера, точнее не от контроллера, а от главного виджета, который перехватывает нажатие на клавиши определенные. Вот, ну и в этом видео давайте попробуем поработать с масштабированием, то есть настроим систему, как нам взаимодействовать с картой. Ну и также я тут подготовил некоторые текстуры. Они у нас вот такие вот. Пока что самые основные — это значок сохранения, то есть это будет там, где мы можем сохраняться. Это будет задание активное какое-то. Это сейф, который нужно открыть, да, например, электронный замок, ну и батарейка, да, один из вариантов лута. То есть эти маркеры будут появляться по мере нахождения каких-то определенных объектов на карте и будут висеть на карте до тех пор, пока игрок с ними не взаимодействует. То есть пока он не поднимет батарейку, либо пока он не найдет пароль от кейпада. Ну, кейпад у нас многоразовый, электронный замок, то есть он у нас пока что служит как переключателем стриминг уровней, поэтому он, скорее всего, будет висеть всегда, так же, как сохранение. Сейф будет висеть, пока мы не найдем комбинацию от кода, от замка и не откроем его. Ну и квест, соответственно, пока активно задание. Так, ну и давайте теперь будем настраивать масштабирование. Вот так вот выглядит карта. Давайте попробуем теперь поработать. И давайте я сейчас... Так, это я уберу сейчас. Так. Давайте я немножко, скорее всего, наведу небольшой порядок здесь. Ну хотя здесь нечего наводить, это я перепутал с другим виджетом. Ну хорошо, давайте теперь попробуем разобраться с навигацией. То есть, когда мы нажимаем вверх-вниз, мы попробуем смещать карту, да? Так, давайте попробуем вот это вот убираем. Так, давайте, допустим, попробуем карту немножко сместить, подвигать. То есть давайте, допустим, при нажатии на лево, допустим, будем задавать смещение. Так, это не то. Так, за что у нас вообще, какие показатели отвечают за позицию? Так, position X в разделе slot. Да, то есть все правильно было здесь у нас. Так, давайте посмотрим position. Так, или это не то. Давайте попробуем при нажатии вверх. Будем что-то делать, да? Так, здесь пока что все по нулям. Давайте попробуем поставить 50. Посмотрим вообще, есть ли какой-то эффект. Так, пока нет никакого эффекта. Так, скорее всего, нужно другую ноду использовать. Translation. Вот, set render translation. Давайте попробуем. Просто проверим, работает эта нода или нет.
Да, нода работает, поэтому вызывать мы и будем именно ее. То есть для того, чтобы нам смещать карту, нам нужно запоминать текущие координаты карты, да, то есть translation, и добавлять ей какой-то определенный шаг. То есть шаг, скорее всего, будет это у нас будет переменная. То есть мы будем вызывать текущие координаты. Так, скорее всего, будем запоминать их. Давайте будем запоминать. Так, во-первых, у нас будет координата current translation. Потом мы будем брать current translation, добавлять ей, либо добавлять, либо смещать, да. Поэтому нам нужно будет, скорее всего, какую-то, наверное, будем использовать лучше функцию, да. То есть давайте пока вот так вот отключимся и подвинем немножко ниже. То есть сначала мы будем находить target translation, да, то есть на основании current, да. Так, давайте сделаем sequence. То есть сначала вычисляем, куда подвинуть, а потом уже будем двигать. Вот так вот. И продублируем, давайте эту. Продублируем переменную и назовем ее target translation. Так. Теперь давайте создадим функцию. Давайте назовем ее calculate target translation. В себя она будет принимать параметр направления, то есть куда мы двигаемся. Так, теперь Так, вот. Здесь мы вызываем ноду switch. Берем текущий translation get. И в зависимости от направления будем либо увеличивать ее, либо уменьшать, допустим, да. Так, давайте, допустим, я нажал вправо. То есть, если мы нажимаем вправо, соответственно, саму карту нам нужно сдвинуть влево. Поэтому мы берем, вызываем ноду subtract и делаем здесь сплит, потому что будем только по одной оси отнимать. И будем отнимать по оси x. Это значение мы превратим в переменную. Назовем ее translation step, да, то есть шаг, на который будет смещаться карта при нажатии одной кнопки. И напомню, что это у нас будет при нажатии на кнопку вправо. То есть мы будем вызывать... Так, я забыл здесь поменять тип переменной. То есть при нажатии на кнопку вправо мы будем задавать target translation, вот это значение. Все, теперь при нажатии налево мы будем прибавлять. Соответственно, также по оси x мы будем уже прибавлять этот шаг и задавать target translation. Вот сюда. Теперь при нажатии вверх-вниз мы будем также либо отнимать. То есть если я нажимаю вниз, я должен отнять. Поэтому так, давайте вот так же еще продублируем. То есть я должен отнять уже по оси y. И последнее, при нажатии на клавишу вверх, допустим, я должен буду прибавить, соответственно, по оси y. Так, ну и теперь... Так, это мы сделали. Пока так, давайте, да. То есть теперь мы будем просто вызывать эту функцию. И передавать ей направление. То есть мы вычислили target translation. И теперь будем просто подавать сюда target translation.
И после перемещения мы будем обновлять текущий translation, то есть текущую позицию. Так, теперь шаг давайте сделаем. Давайте пока сделаем по 50, посмотрим, как будет выглядеть. Открываем карту. Влево-вправо двигаемся. Вниз, вверх тоже двигаемся, да? Также я могу зажать. Направо, налево подвигаться, вверх, вниз и так далее, да? Хорошо. С перемещением разобрались. Теперь нужно настроить масштабирование, да? Для этого мне, скорее всего, нужно будет обновить логику, точнее не логику, а перехват виджета. То есть пока что он у меня перехватывает только клавиши навигации, подтверждение, клавиши назад и включение-выключение вот этого главного глобального виджета. То есть пока что я, например, колесико там не реализовывал, поэтому как нам лучше сделать? То есть если по-хорошему, конечно, лучше сразу разобраться с виджетом, точнее с системой перехвата, чтобы он у меня сразу перехватывал колесико, да? Может быть, я попробую сразу с этим разобраться, если не слишком долго будет. Так, за это у меня отвечает здесь ML Key Down, то есть Macro Function Library. Так, здесь есть события on Key Down, on Analog Value Changed и on Mouse Click. Так, и, соответственно, главный виджет перехватывает эти события, то есть мне нужно будет поработать здесь. Вот они, эти функции. Так, попробуем посмотреть здесь, какие есть события. Так, on mouse wheel, скорее всего, on mouse wheel есть события, да? То есть теперь этот виджет будет перехватывать вращение колесика мыши. То есть мне нужно будет здесь определенные соответствующие функции создать. Так, будем подавать сюда в эту функцию значение mouse event. Угу. Давайте создаем новую функцию, макрофункцию ml on mouse wheel. Так, input у нас будет так, pointer event у нас должен быть. Точнее, даже не pointer event, а какой тип здесь? Да, pointer event. Так. Теперь здесь мы сможем выбрать on mouse wheel. Вот это событие мы вызываем. Сюда подключаем mouse event. Так, нужно исполнительный пин подключить. Вот так это подключаем сюда. И не забыть добавить выходные исполнительные пины. Какие будут два пина выходные? Это когда мы покрутили колесико вниз и когда покрутили колесико вверх. Так, получается wheel up будет и wheel down. И, соответственно, здесь теперь у нас эта макрофункция выдает нам два исполнительных пина в случае, когда мы крутим колесико вверх и в случае, когда крутим колесико вниз. Поэтому в виджете, точнее не в виджете, а в интерфейсе виджетов мне нужно добавить будет еще... Так, немножко обновить функцию. Вот, у меня здесь есть функция Navigate. Она выдает только Direction, то есть куда мы нажали вверх, вниз, вправо, влево. То есть я могу, в принципе, создать еще одну функцию здесь, чтобы эту не трогать. Давайте создадим новую функцию. Она будет называться у нас mouse wheel. Ну, пусть так и будет, да? И будет
параметр выдаваться, входной параметр у нас будет вызываться либо вверх, либо вниз. Вверх-вниз. Так, это какой нам лучше будет использовать? Вектор 2D или вектор 1D? Float. Ладно, давайте пока просто будем направление использовать. Потом, может быть, поменяем еще тип функции. То есть пока заранее наперед не буду думать, потому что, скорее всего, буду еще менять эту функцию. Так, компилируем. И теперь, получается, в глобальном виджете мы будем, в зависимости от того, вверх или вниз, мы будем вызывать это событие. Соответственно, нужно создать здесь события определенные. Так. Точнее, не создать, а его определить. Вот он, mouse wheel. И можно, в принципе, здесь также его скопировать логику отсюда. То есть в зависимости от того, какой виджет у нас сейчас активный. В нашем случае пока что у нас навигация только в карте, поэтому будет только отсюда логика идти. То есть мы будем брать наш виджет карты и вызывать у него событие, то же самое событие mouse wheel. И передавать ему параметр direction. Пока что вот так это будет выглядеть. Так, компилируем, сохраняем. Теперь нужно, конечно, настроить саму эту макрофункцию. Так, давайте вызовем вот так. То есть, если up, мы вызываем up. Если down, то down. Здесь вызываем handled. Что событие обработано. Вот, как-то так. То есть, смотрите, главный виджет перехватывает событие, когда мы крутим колесиком. Макрофункция обрабатывает, решает, определяет, куда мы вверх или вниз покрутили. Потом вызывает соответствующее событие и заканчивает функцию. То есть соответствующее событие смотрит, какой виджет сейчас активный. Если карта, то отправляет ему уже это сообщение. И, соответственно, здесь теперь нам нужно также определить это событие. То есть уже здесь мы будем писать логику масштабирования. Так, ну и теперь саму макрофункцию осталось поправить. Так, что мы делаем? Мы берем... Так, наверное, нам нужно вытащить здесь pointer event structure. Так, давайте его разобьем. Так, нет, разбить мы не сможем его. Так, как вытащить отсюда значение? Так, это у нас Effecting Button, то есть это какая именно кнопка нажалась. Так, здесь у нас что идет? Analog Value. Так, что можно отсюда вытащить? Так, Mouse Event. Что из него можно вытащить? Может быть... Угу. Так, как нам вытащить направление, да, отсюда? Direction не хочет. Из Mouse Button Down. Так, нет, это не то. А вот Get Wheel Delta, да, то есть это, скорее всего, дельта, да, куда мы, в какую сторону мы покрутили. То есть, скорее всего, если она больше нуля, это вверх мы крутим, если меньше нуля, то вниз. Ставим здесь branch. Так, если больше нуля,
Так, если больше нуля, то значит вверх крутим. Если меньше нуля, либо равно, то вниз. Вот, как-то это вот так вот будет работать. Ну и давайте я просто через print string сейчас буду выводить и смотреть вообще, работает ли перехват событий. Будем выводить направление. Вот я кручу колесиком вверх, срабатывает up, кручу колесиком вниз, срабатывает down. В принципе, все теперь работает у нас. Теперь нам осталось только определить, написать логику при прокрутке колеса. То есть, когда мы будем крутить колесо вверх, то это мы будем, скорее всего, увеличивать. И нам также понадобятся текущие переменные, которые хранят в себе текущий scale и целевой scale, да? Давайте просто продублируем вот эту функцию и назовем ее calculate target scale уже, да? То есть мы будем уже работать с масштабом. Так, она будет у нас принимать в себя также направление, но будет обрабатывать только вверх или вниз. И теперь, получается, нам нужно создать переменные current scale. Давайте по умолчанию это будет у нас, во-первых, тип это string, float, и по умолчанию будет единица равно. Так, и что мы будем делать? Так, давайте это все удаляю. Current scale и target scale. Теперь, когда мы крутим колесико вверх, мы берем current наш scale, добавляем к нему определенное значение. Это будет у нас scale step, то есть шаг масштабирования, да? И задавать уже так, и задавать target scale. То есть это при прокручивании колесика вверх будет идти. А при прокручивании колесика вниз мы будем отнимать. Так, теперь что мы делаем? То есть тогда switch нам не нужен здесь. То есть первым делом мы вызываем эту функцию. Можно даже без секвенса работать. И потом мы берем и задаем scale. Set render scale. Так, можно сделать сплит. Масштабирование у нас будет одинаково по двум осям, поэтому мы будем target scale подключать и сюда, и сюда. И в конце будем задавать current scale, обновлять значение. Вот, как-то так это должно работать. Давайте скомпилируем, запустим и посмотрим, что получается. Так, не хочет, да? Так, здесь мы обновляем target scale. Плюс и минус. Хорошо. Так, может быть, я не ту. Так. Давайте я попробую просто двойку вызывать. Так, двойка работает. Степ. Мы забыли степ, да, поменять. Scale step. Давайте будем делать... давайте пока 0.1 поставим, да? Вот, теперь у нас работает смещение.
на клавишах. И также работает масштабирование. А теперь осталось только немножко доработать так, чтобы у нас при масштабировании, то есть у нас оставалась точка, которая сейчас находится в центре экрана, чтобы она всегда оставалась неизменной. Допустим, я захотел, подвинул вот сюда, то есть я смотрю вот на лестницу, да, примерно. У нас лестница сейчас в центре экрана. Если я захочу ее увеличивать, я хочу, чтобы эта точка всегда оставалась в центре экрана. Но сейчас мы видим, да, что Scale работает немножко не так, как нам нужно. Так, теперь, я так думаю, нам нужно будет немного изменить функцию расчета, точнее не расчета, а когда мы масштабируем карту, то есть нам нужно также корректировать смещение, да, чтобы у нас всегда зум происходил в одну точку. Поэтому здесь мы должны будем запоминать изменения зума. Так, получается, вот current scale мы сначала мы введем новую переменную локальную. Так, давайте назовем ее соотношение, да? То есть мы будем делить новый зум на старый. То есть мы берем это значение, делим на current scale, пока мы его еще не изменили, да? И будем записывать в эту переменную. То есть во сколько раз изменилось приближение, да? И точно так же будем делать это здесь. Так, это получается мы дублируем. То есть, во-первых, мы сначала запомнили вот это соотношение, и нужно будет нам сразу же изменить смещение, да? То есть вот это мы берем наш current translation. Так, где наш current translation? Так, current translation берем, и нам нужно будет его, я так думаю, что перемножить, скорее всего, на вот это новое значение наше полученное. Ой. Вот, вытягиваем get, подключаем сюда. И теперь нам нужно вызвать, снова будет вызвать нам вот это событие. Event Navigate. Или даже можно просто скопировать вот так вот сюда. Так, давайте сделаем снова через sequence. И это подключать будем сюда. Так, давайте это все подвинем. Теперь current translation, то есть мы обновляем. Вот так нам нужно это будет сделать, я так думаю. И сразу же принудительно вызывать setRenderTranslation. Только уже вместо таргета можно будет использовать давайте не current, а target translation будем изменять. Current умножаем на вот эту переменную, задаем target, смещаем к таргету и потом обновляем current. Ну-ка, давайте посмотрим, как это будет работать. Вот давайте я куда-нибудь вверх сейчас подвинусь. Вот примерно в районе столовой у нас. И в целом, в принципе, работает, да? То есть теперь давайте я сейчас подвинусь на общую комнату мужского отделения. Тоже увеличиваюсь. Ну, примерно, да. Вроде как более-менее работает правильно масштабирование. И теперь... Так. В целом работает, да? Пока. То есть, конечно, допиливать можно еще долго. Можно сделать так, чтобы карта моментально не останавливалась, а еще по инерции, да, катилась. Например, нужно будет, если мы будем перетаскивать мышкой, чтобы когда мы отпускаем мышку, чтобы карта не моментально останавливалась, а как бы немножко еще
ну, по инерции продолжала двигаться, да. То же самое с увеличением и отдалением карты. Ну, это уже, я думаю, можно оставить на потом. А сейчас, я думаю, еще нужно сделать ограничения, то есть максимальные какие-то и минимальные значения, за которые нельзя, например, вытащить карту, чтобы мы не могли ее бесконечно, например, смещать в одну сторону. Ну вот, например, так вот, я думаю, карту никто смещать не будет и не нужно. Ну и также увеличение, то есть максимальное отдаление. То есть, видите, если я сильно прям увеличиваю, то текстура переворачивается и происходит вот такая вот штука. Это тоже нужно нам реализовать, то есть нужно внедрить переменные минимальный, максимальный scale. Так, давайте введем минимум scale и максимальный scale. Так, минимальный scale у нас будет... Так, давайте сделаем пока что 1. Максимальный scale, ну давайте пускай будет пока что 3. И теперь нам нужно будет clamp, да? Использовать ноду clamp. Так, давайте отсюда вытаскиваем clamp float. Так, давайте я вот это немножко отодвину пониже. В минимальный подаем минимальный scale, соответственно, в максимальный максимальный. И так, и теперь вот это вот все. Так, подключаем сюда, а это сюда. Точно так же дублируем эту ноду внизу. Так, единственное, что я... ну в целом все правильно, да? То есть отсюда нужно тянуть scale, ой, clamp нужно ставить сюда. Так, давайте посмотрим, работает ли наше ограничение. Нет, не работает. Потому что я забыл подключить сюда вот эти параметры. Минимальный и максимальный. Все, я кручу колесиком вниз. Я не могу уменьшить меньше, чем нужно. И приблизить максимально тоже могу вот до этого состояния. Это, конечно, потом можно будет скорректировать. Все. Так, ну и теперь осталось максимальное и минимальное смещение ввести. Так, вот здесь. Так, translation у нас будет, получается, вектор 2D, да? Так, смотрите, мы текущие берем, отнимаем, либо прибавляем какие-то значения либо по оси x, либо по оси y. Так, ну тогда нам нужно будет так, минимальный min translation. Это у нас будет вектор 2D. И максимальный. Так, и теперь как нам понять максимальное и минимальное значение? Ну, я думаю, только это уже будет понятно, когда будет окончательно готовая карта. Так, давайте пока сделаем так, минимальное значение у нас будет... давайте я буду через print выводить здесь сейчас. И опытным путем посмотрю.
Минимальные и максимальные значения у нас будут также зависеть от масштабирования текущего, да? Так, давайте выводить через SpringString, пока так, чтобы я не запутался. Будем смотреть. Текущий translation. Вот я двигаюсь вверх, у меня получается по оси Y. Ну вот, допустим, выше, чем вот так. Я думаю, нет смысла двигаться, то есть это у нас 0, минимальное значение, да? Давайте лучше сделаем еще вот так вот. Давайте сразу, наверное, подумаем по масштабированию. То есть давайте посмотрим, какой комфортный уровень масштабирования будет изначально, да? Я думаю, как-то вот так вот будет в самый раз. Ну, даже примерно вот так, чтобы всю локацию было видно. То есть, смотрите, 1.9, я думаю, нужно поставить минимальный скейл. Так, 1.9 давайте ставим. А максимальный пускай будет... Давайте 5 поставим, да? Вот, и теперь нам нужно по умолчанию задать этот scale. Давайте на констракте, даже на преконстракт зададим этот масштаб. Нет, вот этот вот сюда. Так, target scale будет изначально у нас 1.9. Такое же значение пусть будет у нас. И current scale тоже по умолчанию 1.9. Даже не на констракт, а на преконстракт. Давайте попробуем, чтобы сразу было видно здесь. Так, примерно вот так вот это выглядит. Вот такой вот примерный масштаб будет изначально, да? То есть, смотрите, меньше я сделать не могу, но могу сделать больше. Вот до такого примерно состояния. До максимального. Максимально до 5 можно увеличивать. Пока что это работает именно вот при этом размере и разрешении текстуры карты. Если она будет меняться, соответственно, я, может быть, тоже буду менять эти значения. Ну и теперь... Так, теперь нужно еще изначальные координаты поставить. То есть изначально, когда мы открываем карту, у нас будет примерно 50 900, да? Так, ставим 50 900. И здесь таргет тоже 50 900. Так, и давайте вот так сделаем. Вот в таком виде примерно будет изначальная карта. Вот, когда мы только открываем ее. И, соответственно, теперь я могу ее двигать сюда вверх-вниз. И смещать. То есть примерно будет выглядеть как-то так. Но теперь, смотрите, в чем проблема, да? То есть минимальное я, кстати, не ставил, да, по-моему? Минимальное значение я пока еще не ставил на смещение. То есть, смотрите, когда у меня карта максимально отдалена, то есть на вот это минимальный скейл 1.9, по идее, я не должен давать игроку возможность двигать карту. То есть дальше двигать карту ее смысла нет. Но как только я увеличу карту, соответственно, нужно дать возможность игроку двигать. Соответственно, минимальный и максимальный translation должны тоже меняться. В зависимости от скейла. Вот, теперь нужно вот эту осталось математику только внедрить. И, думаю, с масштабированием карты можно закончить. Так, давайте я попробую сейчас опытным путем сначала запустить и посмотреть, на сколько двигается у меня карта.
То есть здесь у меня вообще не должно быть возможности двигать карту. Давайте я попробую ее увеличить, допустим, в 2 раза, да, чтобы... Нет, даже в 3, чтобы понятнее было. Теперь давайте смотреть границы, да, карты. То есть примерно так, 1200, 1300 в левую сторону и 1100 в правую сторону, да. Так, ну, я думаю, очевидно, тут напрашивается формула. Так, translation. То есть у нас должен быть минимально-максимально. Мы динамически будем обновлять при изменении зума, да. Поэтому здесь мы их обновлять не будем, а будем просто вызывать clamp. Так, clamp. Вот. То есть... Угу. Так, у нас тут x, y. Тут одно общее значение идет у нас для минимального и для максимального. То есть тут, скорее всего... Так, ну, скорее всего, какая-то будет такая сложная логика. Давайте я попробую. Несложная логика, немножко можно запутаться здесь. Получится спагетти. Но ладно, в принципе, в мелких функциях можно допускать такое. То есть давайте я сделаю сейчас сплит. И будем вызывать уже clamp отдельно для оси X и для оси Y. Так, берем минимальный translation. Также разделяем на X. И максимальный translation. Вытягиваем из него X. Вот так получаем X, Y. То есть для X получаем clamp. И теперь для Y минимальный Y и максимальный Y. Вот так вот это все дело будет работать. И потом подключаем это все дело сюда. X сюда, Y сюда. Вот, как-то так это будет у нас. Теперь давайте точно так же делаем здесь. Так, X подключаем сюда, Y сюда, X сюда и Y сюда. Теперь минимальный. Ну минимальный, максимальный тут уже подсоединены. Вот. Дублируем это все. То же самое делаем тут. X подключаем сюда, Y сюда. И точно так же здесь X, Y. И точно так же X подключаем X, Y сюда и X, Y сюда. То есть в целом здесь больше ничего делать не надо. А именно вот эти максимальные и минимальные значения у нас будут меняться теперь при изменении масштаба. То есть смотрите, теперь я current translation. Мне нужно скопировать это значение и поставить его изначально в минимальное и в максимальное. То есть изначально карту двигать нельзя, пока она у нас не масштабирована. То есть вот я нажимаю вправо, влево, вверх, вниз, то есть работает clamp и не дает мне карту двигать. А теперь как эти значения будут у нас меняться при масштабировании. То есть мало того, что мы будем здесь менять смещение, да, мы также должны обновлять здесь минимальные и максимальные значения. Как они будут у нас меняться? Тут нужно будет придумать формулу. Так, ну давайте попробуем придумать функцию. Так, во-первых, нам нужно будет считать, насколько у нас увеличился scale, да, по сравнению с предыдущим. Давайте локальную переменную. Это у нас во сколько раз мы умножили. То есть это нужно будет здесь у нас, да?
Так, и теперь, так, давайте сначала будем лимиты высчитывать, а потом уже смещать. Так. Так, мы берем теперь... Так, нам нужно будет новую локальную переменную delta scale, да, то есть насколько изменился scale, не во сколько раз, а на сколько единиц. Так, мы берем delta scale. Так, это нам нужен тип float сделать. То есть высчитываем delta scale. То есть вот это значение, от этого значения мы будем отнимать старое, да, то есть current scale. И точно так же здесь делаем. От этого значения мы отнимаем current scale. Delta scale у нас посчитан. Теперь мы должны... Так, мы берем минимальные и максимальные. Так, давайте еще одну переменную внедрим. Стартовые, да, значения. Чтобы нам всегда знать, с каких цифр мы начинали. Start translation и start. Так, давайте пока start translation сделаем. И сразу же не забудем, здесь мы делаем сюда. Так, start. И сразу же будем обновлять эти переменные. Target и current. Так, сюда и сюда подключаем. Так, теперь так, в этой функции. То есть теперь мы будем брать наш стартовый translation. Точнее, мы берем наш стартовый по оси X. Так, нам нужно будет от этого значения, то есть это у нас фактически границы смещения при стандартном базовом scale, да, 1,9. И нам нужно будет просто к этому значению либо отнимать, чтобы минимальные значения получить, и прибавлять, чтобы получить новые максимальные значения. Поэтому что мы будем... Так, давайте будем отдельно по оси X и по оси Y читать. Так, по оси X мы... отнимаем, давайте будем отнимать определенные значения. Start Translation X, мы какое-то значение отнимаем и уже получаем новое минимальное значение по оси X. Вот так это будет выглядеть. И точно так же будет работать. Берем стартовые значения. Давайте это просто продублируем. Так, и это у нас по оси Y. Точнее, даже это лучше не так сделать, а вот так. По оси Y мы отнимаем и получаем минимальное значение для оси Y. Вот так это будет выглядеть. Вот, и теперь нужно будет то же самое сделать для максимальных значений. Ну, не то же самое, а наоборот, да, то есть мы будем прибавлять значения. То есть какое-то значение мы прибавляем по оси X, получаем новое максимальное по оси X. Какое-то значение прибавляем по оси Y и получаем новое максимальное по оси Y. Вот так вот. Здесь каким-то образом у нас будет логика обновления минимальных, максимальных значений. И потом уже, соответственно, мы задаем смещение, да?
точнее, не смещение, а центрируем камеру. Так, как теперь нам найти это значение? Я так понимаю, нужно будет, то есть Delta Scale мы узнали, то есть насколько у нас увеличилось значение. Теперь нам, получается, нужно просто узнать, насколько у нас увеличилась сама карта, чтобы просто либо на это значение увеличить границу. То есть, допустим, смотрите, представьте, камера, допустим, условно у нас 1000 пикселей, да? Мы ее, допустим, умножили в 2 раза, увеличили, она стала 2000 пикселей. То есть, соответственно, я могу границы смещения расширить на 1000, но нужно иметь в виду, что и вправо, и влево у нас расширяются границы, поэтому мы делим это значение на 2. Поэтому мы берем какое-то определенное значение, то есть базовый размер, да, точнее не базовый, а предыдущий размер карты, да, насколько она у нас увеличилась. Точнее, даже по сравнению с начальным, да, то есть мы берем, можно даже сделать Delta Scale по сравнению с... Давайте еще Start Scale, да, введем теперь понятие, переменную. Start Scale. Она у нас будет равняться 1,9. Также на Event графе не забываем, что нужно будет использовать именно эту переменную Start Scale. И сразу же задавать Target и Current. Вот теперь здесь мы Delta Scale мы будем высчитывать именно от стартового. Я думаю, лучше так сделать. И точно так же здесь. Так, то есть этот параметр будет возвращать разницу между стартовым скейлом и текущим. Соответственно, мы этот параметр берем. Так, Delta Scale, где у нас? Умножаем на какую-то ширину, то есть, допустим, мы увеличили в 2 раза карту, 2 нужно умножить на его общий размер, я так понимаю, какой-то, и потом делим на 2, чтобы в две, и вправо, и влево, да, расширить границы, и также вверх-вниз. Теперь это значение мы просто будем подключать везде, и сюда, и сюда, и вот сюда, и вот сюда. Теперь осталось только понять, какое именно значение нужно считать по как размер нашего экрана, точнее нашей карты. Так. Допустим, у нас вот размер идет 4,096. Но нет, это значение у нас неизменное, то есть... Угу. Давайте пока так поэкспериментируем, посмотрим разные показатели. Потому что я, если честно, немножко запутался, какое значение использовать. Так, сейчас мы двигать карту не можем. Допустим, я ее увеличил в 3 раза. Все, то есть тут все сломалось. Скорее всего, может быть поменьше использовать значение. Давайте смотреть. Так, секунду. Угу.
Так, я так понимаю, слишком маленькое значение идет, потому что... Так, нужно проверить, правильно ли у меня тут стоят стартовые значения. Так, 50 900. Так, стартовый x отнимаем, здесь y отнимаем, это минимальные, здесь добавляем x, добавляем к y, и это у нас максимальные. Если у меня карта не двигается, то логично, значит, что я слишком маленькие границы сделал, да? Давайте попробуем через print string выводить. Я буду выводить минимальные значения. Давайте пока что по x, чтобы было понятнее. Так, давайте минимальные по x будем писать вот так. И точно так же давайте пока просто минимально по x будем выводить. Так, запомним, у нас стартовый translation, target, current 50, да, то есть по x у нас 50 заблокировано изначально. И давайте будем смотреть, насколько меняется. 50, 254, 459, почему-то наоборот увеличивается, хотя... потому что Delta Scale нам нужно, я так понимаю, да, я понял, нам нужно делать ее абсолютное значение, то есть без знака минус. Вот, скорее всего, в этом была проблема. Давайте теперь смотреть. То есть, смотрите, когда я 1,9, так, 50. Когда я увеличиваю 21, минус 150, минус 700 и так далее, да, то есть более-менее работают границы. И можно сказать даже, что примерно всегда на одном и том же расстоянии я могу, ну, до определенного расстояния всегда могу подвинуться, да. Так, хорошо. Так, давайте я попробую теперь немного уменьшить это значение. Так, сейчас вот 50 стоит. Так, давайте запомним, да, что примерно у нас почти как еще одна целая комната, да, общая мужская комната еще может поместиться сюда. Нет, маленькое значение все-таки, значит, я думаю, где-то вот так, вот такое значение должно быть. Так. Я так понимаю, что еще, скорее всего, для x и для y... Нет, скорее всего, одно и то же значение должно быть. Ну ладно, я думаю, в целом пока, наверное, можно так оставить. Потом я, конечно, еще с математикой буду разбираться. Самое главное, что работает масштабирование. Я не могу уйти прям далеко за рамки. Сильно не могу уйти далеко за рамки, да. То есть в целом пока карта более-менее работает. Центровка работает, да, то есть где я сейчас останавливаюсь. Вот, допустим, вот где-то я должен смотреть сейчас в центр этого коридора. То есть если я увеличиваюсь, но в целом туда же и увеличиваюсь, да.
Единственное, что когда мы уменьшаем карту, нужно тоже немножко обрезать значение. Тоже здесь вызывать clamp. Так, давайте вот так вот сделаем. Так, давайте делаем сплит. Здесь делаем сплит. Так, минимальный. И максимальный. Так, по x минимум x, максимум x. И это подключаем сюда. И для y точно так же. Y входной, выходной, минимальный, максимальный. Теперь смотрите, я увеличиваю карту, немножко куда-нибудь подвинусь выше. Теперь я буду уменьшать карту, и она у меня плавно возвращается в центр экрана. Конечно, эти функции я потом еще доработаю, скорее всего. Так, сколько у нас идет уже запись? Час. Ну, думаю, давайте пока на этом закончим, чтобы слишком длинные видео не были. В следующем уже, может быть, скорее всего, за кадром где-то я доработаю эти функции, формулы, наверное, пойму, как все-таки правильно высчитывать минимальные и максимальные границы. Может быть, немножко поменяю скорость перемещения, да, то есть пока что немножко медленно идет. Ну, это для джойстиков, да, то есть у джойстика будет, когда мы стиком двигаем, у нас значение input не просто 1 и 0, да, у нас значение зависит от того, насколько сильно мы отклоняем стик в сторону. Если мы его отклоняем сильно, то, соответственно, карта должна быстрее двигаться, если чуть-чуть, то она медленно. На клавиатуре только 0 либо единица значения, да, у клавиш, поэтому я не могу разную скорость тут настроить перемещения. Поэтому, скорее всего, на клавиатуре нужно будет, если будем играть на клавиатуре мыши, нужно будет привязать перемещение карты на перетаскивание мышкой. А если играем на геймпаде, там уже будет скорость меняться в зависимости от того, насколько сильно стик мы отклоняем. Вот, ну, это, конечно, тоже все тонкости. Я думаю, на первое время пока пойдет так, потому что мне самая главная моя задача сейчас собрать все механики в единое целое, и чтобы они могли общаться друг с другом и правильно синхронизировать все свои состояния, да. То есть в следующем видео я, скорее всего, буду интегрировать эту систему карты с взаимодействуемыми предметами. То есть, например, когда мы будем обнаруживать какой-то предмет, у нас будет появляться иконка определенная, то есть иконки у меня уже подготовлены. Соответственно, это все нужно связать с системой сохранения, чтобы при загрузке игры эти иконки оставались на своем месте. И когда мы, например, сейф откроем, подберем замок, код, откроем замок, то эта иконка должна исчезнуть с карты. То есть она нам больше не нужна. Ну, либо она должна быть перечеркнута, либо стать неактивной, да. Соответственно, это все должно сохраняться, загружаться, в нужный момент вытаскиваться из системы сохранения, из системы квестов и так далее. То есть следующее видео будет уже именно интеграция всей этой системы. Ну, на этом видео, я думаю, все. Напоминаю всем, кто еще этого не сделал, что вы можете перейти по ссылке на страницу игры в Steam и добавить ее в виш-листы. Релиз намечен на конец этого года. Также напоминаю, что открыт прием заявок на участие в закрытом плейтесте игры. На канале есть запись с ссылкой, где вы можете пройти, заполнить форму, анкету и попытаться поучаствовать в закрытом плейтесте. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.